Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро расклад события ближайшего будущего. Таро на неделю с 6 по 12 мая. Давайте узнаем, что нам подскажет колода карт «Волшебное зеркало» Ленорман. Именно на колоде Ленорман я решила сделать наш еженедельный прогноз. И мы зададим наши традиционные вопросы, что важно знать, что скрыто, неожиданности. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, вы сумеете переложить на метафору карт свои планы или ту ситуацию, которая у вас сейчас проигрывается, и подсказки будут. Ну, или мы с вами проведем приятное время. Давайте узнаем, как же отзеркалят эту неделю колода карт волшебного зеркала. Что для вас? Первый вопрос, что важно знать, что в центре вашего внимания. Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время или что вам может помешать? Что вам будет помогать, что вас будет радовать? Что скрыто? Дела, работа, бизнес, как видят карты. Финансовая энергия, деньги. И в личной жизни. Что же для вас на этой неделе? Карта собака – прекрасная карта, и она говорит нам о дружбе, об искренних отношениях, о преданности, о желании помогать ближнему. И со стороны ближнего тоже желание помогать нам. Определенная мера ответственности за человека, как в отношении вас кто-то готов, где-то взять ответственность, так и вы, возможно, готовы продолжить ваши отношения, и в какой-то мере тоже ответственность мы чувствуем. Вообще по этой карте взаимопонимание, длительный какой-то союз, который строится на искренности и преданности. Вообще шикарно. Видимо, это какая-то ваша личная, может быть, история, или для кого-то партнерские отношения по работе, по вашему бизнесу. Но опять же, это те люди, которым мы доверяем. Вот это в центре внимания, что важно знать. Все решают люди, и помощь, может быть, какого-то конкретного человека для вас будет важна на этой неделе. Давайте мы узнаем неожиданности. По карте дерева, разве что какая-то тема может встать на паузу или какой-то вопрос, хотя это карта надежности, уверенности. Это не есть неожиданности, это сама по себе карта совершенно противоположным как раз значением. Ваша сильная позиция, уверенность в завтрашнем дне, в сегодняшнем дне, когда все идет своим чередом. Я даже не могу сказать, что неожиданности какие-то будут на этой неделе. Разве что какие-то временные заминки или когда вы выстраиваете отношения. Тут есть взаимосвязь между этими картами. И если это личная жизнь, стройте планы на будущее как раз в сторону улучшения, большего взаимопонимания, или решайте вопросы по поводу вашего жилища, дома. Может быть, у кого-то где-то будет связано с переездом, но уже тогда обустройством на новом месте. И тоже вы что-то можете согласовывать. Или конкретно в неожиданностях вы можете получить деньги. Или какая-то финансовая история. Или по части недвижимости, имущества. В конечном итоге все равно к финансам сводится. Или к вашей прочной позиции. Тоже неожиданно как-то получает продолжение или приходят какие-либо новости. Чему сейчас не время? Строить себе какие-то препятствия, вот конкретно создавать себе искусственно какие-то из предубеждений, препоны, какие-то барьеры. Нет никаких барьеров, нам об этом говорят. Искусственно что-то, как сомневаться, может быть, в человеке. Или думать, что я этот вопрос не смогу решить. Да нет, у вас сильная позиция. Мы только что об этом говорили. Поэтому не сомневайтесь в себе. И правда, для вас ведь очень прогрессивный период жизни, как и в 24 году, так и в 25 и в 26. Это правда. Что же помогает? Вы сами себе как будто помогаете, или вот такое партнерство, когда вы с партнером на одной волне. Медведь – это всегда карта власти, с одной стороны, и сильной позиции, ваша сила. И значит, тут по всем фронтам полный порядок, потому что это сильная позиция на личную жизнь, это сильная позиция на деньги, это также на ваше воплощение ваших
планов, намерений, целей, осуществления мечты. Если нужно что-то согласовывать, то вы быстрее, может быть, согласуете. Вы можете думать, что долго будете подписывать какой-то документ или оформлять документы, или что-либо может как будто, да, вот вам препятствовать. А нет, тут какой-то вопрос решится намного быстрее. Сильная позиция от начала до конца. Что скрыто? Вообще приятная неделя. Есть женщина, и вы можете не доверять какой-то конкретно персоне, потому что можете думать, что она как будто одно пишет или один пишет, два в уме держит. Или, мои дорогие, это есть ваша какая-то женщина, по поводу которой ваши отношения, может быть, для кого-то, для мужчин, это ваша перспектива на новые отношения. Или те отношения, которые уже сложились, но вы пока с чем-то не можете определиться. Тогда не создавайте себе каких-то препятствий. Тут важно будет проговорить с учетом этих карт. Тут все можно расставить по местам. И более того, у вас сильная позиция, но вы по какой-то причине можете не доверять и сами, ну, где-то добавлять себе сомнений. Все-таки у вас гора выпадает. Поэтому по горе это, да, мы сами себе таких башен, как несколько гор, можем настроить и где-то там увязнем. Потому что две карты персональные в этой колоде. И именно это, посмотрите, как будто среди мечты или среди мыслей, в мыслях сама по себе женщина находится. И поэтому это и вы можете себе что-то надумать. Но как с другой стороны, вы можете сомневаться в каком-то человеке, в его искренности намерений. Тогда не сомневайтесь, правда? Вот никакие сомнения тут не нужны. Вы сами себя просто можете запутать. Я бы сказала так. Дела, работа, бизнес. Как интересно, белая карта. Ну, наверное, у каждого по-своему. И в зависимости от того, что это будет. Наверное, разные дела. Безусловно, мы все разные. Мы не можем быть одинаковыми по умолчанию. У кого-то в центре будут вопросы бизнеса, работы, продвижения вашего творчества или каких-то согласований. А кто-то будет дома, может быть, уже наводить порядок в собственном жилище или как-то обустраивать. Ну и в зависимости от этого разные направления в деятельности. Это все можно, дела, работа, бизнес к этому контексту свести. Давайте я достану еще одну карту, что это может означать. Путешествие, переезд, начало нового бизнеса, изучение, тогда это следует продолжать. Вообще какая-то успешная информация к вам приходит. Все-таки Меркурий, это один из символов Меркурия, корабль. И успешная торговля, мои дорогие. Но надо что-то продумать. Все-таки белая карта. Ну, тут с места в карьер нет. Не ринешься. Но по кораблю это перемены сами по себе. Или какая-то информация, повторюсь, которая вам помогает с чем-то определиться. Вот когда было белое словно пятно, да, а теперь вы уже будете постепенно знать, как вам нужно действовать. Или мы сказали изучение чего-то всегда по Меркурию, изучение либо новых наук, либо освоение новой профессии, специальности, изучение языков у кого-то, или как мне нужно поступить. Может быть такое. Поэтому я бы сказала, что совершенно разные перспективы, действительно, у каждого свои, ну, надежды, чаяния, оформления или направления даже в жизни. И в зависимости от того, что вы хотите предпринять, вот вы и будете решать эти вопросы. Для тех, у кого конкретно поездка может проиграться, переезд – то тогда тоже вы что-то здесь со знаком плюс будете для себя делать. Или вы будете находиться в новых обстоятельствах, в новой обстановке, среди новых людей, среди людей, которые говорят на разных языках, ну или в отличие от вашего языка. И находясь в этом путешествии, между тем для себя как будто есть смысл даже в этой поездке что-то либо организовывать, либо решать. Финансы. С финансами, когда вот эта луна, это у нас еще месяц, ну, вверху как раз гора, вы можете сомневаться, что выгорит какой-то проект. Или нам в целом говорят по карте Луна, будь аккуратен с финансами.
потому что темная карта. Нет еще какой-то конкретики. Хотя по карте дерева может как раз и произойти получение вами финансов, но как их распределить, пока непонятно. И карта говорит, не торопись тратить, в принципе. Деньги есть, но не для каких-то глобальных трат, я бы сказала даже так, мои дорогие, потому что какие-то неопределенности. У кого-то меняются законы, меняются обстоятельства жизни. Сегодня купим что-то, а на завтра мы пожалеем, что, в принципе, какая-то сумма ушла из наших рук. Вот может быть, и карта Луна об этом предупреждает, что в личной жизни письмо, важные известия, важные события. У кого-то из вас вы будете решать по поводу вашей прежней дружбы, как перевести отношения на новый уровень. Иногда по письму проходят как раз-таки и документы. Мы сказали, что разные дела у нас у каждого будут. Для кого-то из вас получение новостей в личной жизни. Может быть, вы с партнером на расстоянии, вы будете согласовывать, как же вам теперь объединиться или какой-то вопрос тоже решить. Для кого-то из вас это может быть как известие от ваших родственников. Возможно, для кого-то получение наследства, кстати, мои дорогие, такое вполне вероятно. Но именно в этой колоде карт волшебного зеркала нам говорят, нам не о чем как бы тревожиться раз, но тем не менее что-то прояснить определенно стоит. И еще эта карта именно в этой колоде говорит о том, что какие-то скорые перемены для вас могут быть на пороге. И буквально они приходят или как известие о предстоящих переменах или скорой смене событий, или вашего статуса, или вот, что-то вскоре будет меняться. Об этом тоже говорит карта. И значит, это будет касаться либо вашей личности, либо вашей личной жизни. Прекрасный прогноз, я бы сказала, только вот по части денег будьте внимательны. Здравомыслие, наверное. И как минимум есть один человек, который вам не просто интересен, а которому вы можете доверять. Да и ваша-то позиция тоже сильна. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.